500 миллилитров сока. У меня сок персик яблоко. Ставлю на плиту. Сок поставила на средний нагрев и сразу начинаю добавлять манку 4 столовые ложки. Сок закипел. Я уменьшаю нагрев до минимального и провариваю еще 1-2 минутки, постоянно помешивая. Накрыла пищевой пленочкой в контакт и даю ему возможность остыть до комнатной температуры. Для теста беру 250 грамм муки. Обязательно просеиваю ее. Добавляю сахар 100 грамм. Перемешиваю муку с сахаром. Можно взять венчик, удобнее перемешивать сухие ингредиенты. И приготовила растительное масло без запаха 50 грамм. Сразу все масло не ввожу в тесто, а по 1 столовой ложке. Растительного масла главное не переборщить. И перемешиваю. Тесто крошка готово. Сковородку поставила на плиту, нагрела. И все тесто крошку отправляю в сковороду. У меня такой большой сотейник. И начинаю жарить крошку при постоянном помешивании. У меня прошло 10 минут, я уже выключила нагрев. Посмотрите, какая стала крошка, золотистая на цвет. Но продолжаю еще помешивать, потому что сотейник горячий, она еще жарится. Но уже надо снимать ее с плиты, чтобы не сгорела. Все, снимаю с плиты. Грецкие орехи 100 грамм. Измельчила в блендере, но не совсем в крошку, чтобы видно было орехи. Отправляю на эту же сковородку, еще горячую. И слегка обжариваю. Крем еще тепленький. Снимаю пленку и взбиваю крем. Крем готов. Посмотрите, какой густой получился крем. Настоящий крем. Если не говорить, что этот крем на соке и манке, то никто не поверит. Он такой вкусный, как очень вкусное фруктовое суфле. Этот крем получается такой вкусный, что его можно есть ложками. И остается только собрать торт. У меня разъемная форма
диаметром 24 сантиметра. Дно убрала, бока застелила пленочкой, ничем не смазываю. Всю крошку разделила на 2 равные части. Чуть-чуть придавила крошку, я это делаю прямо ложкой. Так, распределяю и провожу. Так, и теперь крем. Половину крема. Слегка приглаживайте крошку, чтобы крем не вырвался наверх с нижнего слоя. Второй слой готов крема. И сверху будет у меня орехи. Все, торт готов и отправляется в холодильник на несколько часов. Торт постоял ночь в холодильнике, и я снимаю форму. Торт-пломбир без яиц, без сливочного масла, без печенья. Крошка получилась на растительном масле еще вкуснее, чем на сливочном. Очень вкусная, просто тает во рту. И с этим вкуснейшим кремом на соке. Такая вкуснятина, вы себе не представляете. Попробуйте приготовить такой легкий тортик, всем советую. И вкусных вам тортиков, друзья!